Сегодня начинаются учения «Союзная решимость-2022». Лукашенко решил поиграть в войнушку. Только угрозы и последствия совсем не детские. По различным сведениям, для участия в учениях на территории нашей страны прибыло около 30 тысяч военнослужащих Российской Федерации. В дополнение к 100 тысячам солдат, уже находящимся на границе России с Украиной. Основная фаза учений пройдет на территории Беларуси. Площадками станут 5 полигонов и 4 аэродрома. Концентрация вооруженных сил России на территории Беларуси не имела аналогов во всей истории независимости нашей страны. В нашем обращении 26 января команда Народного антикризисного управления заявляла об угрозах, которые несут за собой размещенные в таком количестве на территории Беларуси войска. Это утрата контроля над территорией Беларуси. Это угроза территориальной целостности и суверенитету нашей страны, а также угроза совершения акта агрессии с территории Беларуси в отношении Украины. Лукашенко все эти недели постоянно вбивает в наше сознание ужасное слово «война». Но он прекрасно знает, что никто из соседей не имеет никаких агрессивных намерений в отношении Беларуси. Нам известно, что США в лице помощника госсекретаря Карен Донфрид довели Владимиру Макееву позицию, что в случае агрессии и провоцирования конфликта режим столкнется с жесткими санкциями. Аналогичной позиции придерживается Европейский Союз. Лукашенко использует прием надувания щек, а по сути он пешка в большой игре, и ему отведена роль исполнителя, а не руководителя. Он сам себя загоняет в тот угол, выхода из которого у него уже не будет. Но для нас, белорусов, важно быть едиными в том, что мы против войны. Мы против милитаризации Беларуси, мы против диктатуры. Нам важно объяснять тем, кто еще не понял, что игра в войнушку стоит больших денег, за которую платим мы с вами из наших с вами и так невысоких зарплат. Но главная угроза, которая всегда будет исходить от диктатора, это угроза для жизни и здоровья белорусов.